С момента начала моего испытания в игре было проведено 196 часов. Именно столько мне понадобилось, чтобы накопить 1 200 000 золота. Ни много ни мало было затрачено 8 дней игрового времени. В среднем я играл почти 11 часов в день. За это время я создал друида, прокачал его с нуля. На прокачку до 50 уровня понадобилось чуть более 10 часов. При достижении 40 уровня я столкнулся с такой дилеммой, как нехватка золота на полеты. Спустя некоторое время мне получилось раздобыть нужную сумму золота, но не без помощи алиски сосиски, за небольшую помощь с моей стороны. Но этого не потребовалось бы, если, начиная с 30 уровня, я отправился в Айшир, где благодаря травничеству и горному делу смог бы мало того, что там качаться, так как за сбор травы и руды дают опыт, так еще и нафармить довольно большое количество различных реагентов и заработать благодаря этому неплохой стартовый капитал. Помимо друида я создал еще одного персонажа. Я взял гоблина. Из-за его скидок на товары у NPC и бонуса на плюс 15 к навыку алхимии, что позволило упростить прокачку профессии. Этим персонажам понадобился 5 уровень. Далее я отправился к учителю профессии и изучил на нем наложение чар для распыления предметов, что отсылал ему по почте. Также для крафтов была взята алхимия и прокачан навык классической алхимии до 300 единиц, для того, чтобы получить мастера трансмутации. Мастер трансмутации позволяет при крафте с некоторым шансом получить дополнительный прок, что позволит вместо одного получить с некоторым шансом 2, 3, 4, а то и целых 5 штук того реагента, что вы крафтите. Главное, чтобы оно относилось к трансмутации. Но учтите, что данный навык работает не на все трансмутации, а только вплоть до Пандарии. Далее я фармил огромное количество реагентов из всех дополнений, что были до Shadowlands, кроме дополнения Дренор. В классике я фармил траву и руду, немного мобов, делал слитки арканита и зачарованного элементия. В БК я фармил в основном руду. Было нафармлено много кория и адамантита, немного оскверненного железа и в довольно-таки хороших количествах изначальной стихии. В дополнение Лич Кинг я фармил саранит и титан, и совсем небольших количествах кобальт. Было продано много из вечностей, что я покупал за ледяные шары, благодаря гоблину и его скидке. В один момент мне даже получилось купить довольно-таки много дешевой саранитовой руды, перекрафтить ее в слитки. Часть я просто продал на аукционе, а другую часть с помощью алхимии я превратил в титан. И неплохо так заработал с перепродажи всего этого великолепия. В катаклизме я фармил траву и руду, а также гриндил мобов. Всем советую. Если найти или собрать хорошую пати из 5 друидов, можно заколачивать действительно хорошие суммы золота. Пандария. Здесь трава и руда стоят довольно-таки мало. Так что благодаря острову великанов мне получилось заработать неплохую сумму золота, благодаря фарму костей, овощей и духа гармонии, а также некоторого количества неплохого трансмога. Также в Пандарии у нас есть неплохие способы фарма чистого золота и духа гармонии, благодаря зачистке старых подземелий. Но фармить я их стал не сразу. Легион. В Легионе я пофармил немного руды. Навык горного дела качать было реально долго и нудно, поэтому я просто отказался от этого. А вот ситуация с травой совсем иная. Здесь получилось качнуть навык довольно-таки быстро. В частности, я фармил Гризалист и немного Вьюнка. Также и фармилась кровь Саргероса. Ее я обменивал как раз таки на руду и получалось довольно-таки неплохо. БФА. БФА оказался довольно интересным аддоном, и после его окончания здесь остались еще и интересные способы фарма. Но вот одно но. Вам здесь понадобятся полеты для максимально эффективного фарма. И вот если у вас их нет, то получится фармить довольно-таки мало. Фармил я в основном маннелитовую и штормовую руду. Также можно было бы подфармливать Динантарио, покупают их одинаково, но я фармил только руду. Помимо всех перечисленных выше товаров, я также создал персонажа и отправлял туда весь трансмог, что считал, что можно продать. Еще я занимался небольшим перекупом предметов, цены на которые довольно сильно занижались. Я покупал по низкой цене и выставлял по нормальной, с чего мне получалось также немного заработать.
В 99% случаев я занимался продажей реагентов, но при наличии большого количества высокоуровневых персонажей я бы вам посоветовал начать прокачивать профессии. А именно, научиться делать востребованные товары по типу маунтов, трансмога, игрушек и всяких прикольных предметов, на которые есть спрос и с которых можно получить неплохую маржу, нежели просто с продажей реагентов. И учтите, что это лишь примеры. Профессий очень много, и заработать можно действительно на довольно большом количестве разных предметов. Но и простая продажа реагентов тоже очень и очень хорошо позволяет заработать вам золото. Ну и подытожу, приложив информацию о всех проданных мною товарах. Что стоит сказать? Да, я наиграл 196 часов, но, по-моему, это время слишком завышено. Если бы я просто фармил руду БФА, саранит, титан, чародейные кристаллы, где-то подфармливал быстро подземелья, не затрачивая на это много времени, то этот 1 200 000 золота получилось бы заработать, возможно, и куда быстрее. А на этом все. Если данное видео оказалось вам полезным, просьба поставить лайк, подписаться на канал и всего вам самого доброго. Пока.